Сейчас уже вечер, 6 вечера, мы с Норой вышли, нам нужно купить хлеб, молоко и, наверное, овсяную крупу, хлопья овсяные на завтрак. Знаете, что я заметила вообще в городе? В прошлом году такого не было, а сейчас очень много беременных ходит по улицам. Очень много. И на детских площадках с маленькими детками гуляют, и с пузиками женщины, девушки. Очень много. Поэтому это, конечно же, сразу такой признак о том, что город живет, жизнь продолжается. И вот мы когда с Норой были у нашего доктора, у Норного и Амирана доктора Татьяны Васильевны, она сказала, что у нее первый раз за очень-очень много лет работы в 2023 году всего три новых ребенка. Ну, то есть к ней стали, как к семейному доктору, всего лишь 3 ребенка. Это очень, она сказала, что критически маленькая цифра. Обычно у нее за все годы работы очень много детей. Ну, ребенок рождается, и он должен стать на учет к семейному врачу. Ну, у нас так. Я думаю, так, в принципе, в каждой стране. Поэтому, я думаю, сейчас, в 2023-2024 очень много детей родится в Харькове. Но, по крайней мере, я каждый день уже стала обращать внимание на то, что с пузиками очень много появилось девушек, женщин. А еще почитала комментарии под сегодняшним моим утренним роликом. Честно говоря, просто вот так вот записанный ролик спонтанно о подслушанном разговоре о варке супа, да, и который потом уже вывел на продолжение этой мысли. Я немного эту тему развернула. Я, честно говоря, не ожидала в комментариях то, что началось. Нет, 90% людей, как всегда, спасибо вам большое за ваши добрые комментарии. Вы все нормально написали. Все прекрасно понимаете, без слов, и даже не надо. Ты меня, честно говоря, удивляет, что есть люди, которые любое мое высказывание выворачивают в нужном себе ключе, с каким-то негативом, с какой-то ненавистью. Мне-то, в принципе, все равно. Я могла на это вообще не обращать внимания. Но выкрутить так, как вы это делаете, это, конечно, надо умудриться, это надо уметь. Поэтому я хочу сказать, одни там стали писать: нет, все нормальные мужчины вывезли свои семьи. Ну, мы не будем брать в учет то, кто, естественно, те, кто ушли на фронт, это совершенно другая история, это обсуждать мы не будем. Здесь конкретно вот говорилось о тех людях, кто не ушел на фронт, и семьи расстались. Я вам хочу сказать такую вещь по поводу нормальных и ненормальных. Вы как себе это представляете? Можно кого-то насильно вывести? Я хочу сказать, что в 2022 году, в начале марта, Рамаз требовал, чтобы мы, ну вот я с Амираном и с Норой, и с Валей, и с нашей бабушкой покинули Харьков. Он все время об этом говорил, о том, что мы должны покинуть Харьков. Но я вам говорила, что были такие обстоятельства, что мы не могли бросить животных и людей некоторых. Поэтому он сказал: я возьму на себя эту обязанность, а вы уезжаете. И тогда я сказала, что либо мы едем вместе, либо мы не едем никуда. А в таких условиях мы расставаться не будем. Потом еще был такой вариант, что Нора бы уехала с бабушкой вдвоем. Бабушка еще хотела, чтобы Нора уехала и Амиран уехал с ней. Ну, в общем, мы приняли решение такое, какое приняли. Никто не вправе нас судить. Я никого не сужу, кто уехал, допустим. Поэтому никто не вправе судить тех, кто остался. И, пожалуйста, прекратите вот эти вот люди, которые все время из каждого моего видео пытаются высосать, как из пальца, нужные себе версии.
Вообще, я не понимаю, зачем вы это делаете. Зачем вы перекручиваете мои слова? Это бесполезно, понимаете? Самое главное, это то, что я сказала в своем видео. А то, как вы потом это исказили, зачем это нужно, я не понимаю. Поэтому вот как-то вот так мы и живем. Нора, как настроение? Не жалеешь, что не уехала в Англию с бабушкой в 2022 году? У Норы была возможность уехать в Англию вместе с бабушкой к бабушкиному другу, скажем так. Но сделано то, что сделано, и мы ни о чем никто не жалеем. Так вот. Сейчас так тепло вообще. Уже вечер, тепло. Это хорошо. Нора, представляешь, это кавун мармуровый, арбуз мраморный, довгастый. Страшное какое-то слово. Я никогда в жизни такой арбуз не ела, Нора. Это тоже арбуз. Представляешь, вообще, я думала, это какая-то тыква. Я думала, это какая-то дыня. Или дыня, да, это арбуз, кавун желтый. Ну, такие арбузы тоже. Вот такие вот у нас. Вогник. А вот уже и тыковки продаются. 26 гривен, 27 килограмм. Будешь тыкву резать потом? Конечно. На Хэллоуин. Ой. Вообще, на самом деле, каша из тыквы очень вкусная, но я не умею ее готовить. У нас обычно бабушка готовит. Нора, любишь кашу тыквенную? Нет. Ну, у Норы сейчас какой-то период отрицания. Картошка у нас по 10 гривен, 10,50 розовая. Кстати, неплохая картошка. Цены очень демократичные. Лук у нас 11,90. Перец такой 54 гривны. Перец такой 22 гривны. И перец такой 80 гривен. Моего хлеба любимого нет. Возьмем такой, как Нора говорит, в квадратах. Ну, он тостовый просто. Вот такой? Ну, типа ты видишь другой тостовый хлеб. Окей. Так, молоко. Нам нужно молоко. Нора, простоквашино берем или яготинские? А, простоквашино ж больше нету. Теперь просто наши. Но оно выглядит адекватно все равно. Ай, 1% нам не подходит. А, оно по скидке. Чего нельзя было сделать 2,5% по скидке? Запрещено. А может, селянский возьмем? Это вообще страшно выглядит. Ну ладно. Берем просто наши. Дата нормальная. Ну все, мы идем домой, к Амирану. Хочу пожелать всем хорошего, доброго, тихого вечера, сладких снов, кто будет смотреть это видео уже перед сном. Не забывайте подписаться на канал, кто еще не подписался, и поставить лайк.